Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов из рубрики канала «Ретроспектива», где мы рассматриваем старые советские и новодельные российские масштабные модели и их сравниваем с современными китайскими аналогами. Герой сегодняшнего видеоролика ГАЗ-2402 «Волга», он же в простонародье «Волга Универсал», и мы посмотрим на старую советскую масштабную модель, которая уже неоднократно реставрировалась, перекрашивалась, и ее сравним с машинкой из серии «Автолегенда СССР», выпуск номер 71. И также бонусом я вам приготовил модель из польской серии «Культовые автомобили», выпуск номер 81. И машина из европейской серии не сильно отличается от российского издания, единственное, другой цвет, и добавили регистрационные номерные знаки. Я думаю, многим из вас знакома 24-я «Волга», их было огромное количество в Советском Союзе, и масштабные модели были представлены Танталом. И «Волга Универсал» появилась в 1976 году, и первоначально масштабная модель носила индекс А13. В 1987 году индекс упразднили, и также мне попадались модели с глухими дверками, но я их в открытой продаже ни разу не встречал. И для того, чтобы освежить в памяти то, как выглядел настоящий прототип, давайте быстро пролистаем журнал от «Автолегенд», уберем сами модели, чтобы они нам не мешали, и на лицевой стороне журнала есть фото настоящего автомобиля в черном цвете. И несмотря на то, что «Волги» в черном цвете выпускались, мне универсалы больше запомнились темно-серые, зеленые, синие, и стоит отметить кареты скорой помощи. На первой страничке информация о издательском доме, также фото машины с обложки, вид сбоку, черно-белая фотография ГАЗ-2402 «Волга» второй серии, которая выпускалась с 1978 по 1985 года. И у машины можно отметить другой передний бампер с более крупными клыками, хотя на автомобиле с обложки мне оформление передней части нравится гораздо больше. Но опять же, это больше дело вкуса. Далее следуют другие фотографии. «Волга» первой серии, возможно, в сером цвете. Опытный образец, который визуально не сильно отличается от промышленной машины. Также «Волга» на юбилейной выставке. События, которые происходили в стране в тот момент. Кадры из кинохроники. Дальние родственники: Toyota Crown Custom Wagon S50 и Ford Falcon Wagon, модель номер 2. Плакат, который при желании можно повесить на стену. По традиции другие ракурсы, фотография панели приборов, также багажного отсека. И у нас 2402 практически не сохранились. И я посещал экспозицию старой советской техники под открытым небом, и там подобная «Волга» была в удручающем состоянии, и, скорее всего, она по истечении нескольких лет просто развалится, потому что там кузов полностью прогнил. И опять же, эти машины использовали по прямому назначению, и особо в советское время никто этой технике не придавал особого значения. Есть схематический чертеж, также технические характеристики, другие модификации, такси, санитарный автомобиль. Такая «Волга» выходила в рамках проекта «Автомобиль на службе». Правда, по качеству исполнения машина была намного хуже, чем из стандартной серии «Автолегенда СССР». Машина сопровождения самолетов, вариант «Аэрофлот», такая машина тоже выходила в рамках журнальной серии. И, кстати, модель была у производителя «Агат». И экспортный вариант. И, кстати, такую «Волгу» можно сделать из журнального варианта. Я вам покажу набор для доработки, который я покупал довольно давно. И здесь для конверсии есть набор колесных дисков, также видоизмененные передние сиденья, часть на заднее покрытие, потому что у масштабной модели третий ряд сидений, а на этом варианте решили сделать его в сложном виде, и облицовка радиатора.
И этот набор, по-моему, продавался за 600 или 700 рублей. И также есть набор декалей с различными датчиками, также разные регистрационные номерные знаки и декоративные молдинги. И давайте начнем с обзора модели из российской журнальной серии. Она в темно-зеленом цвете. И у меня от этой модели не сохранился блистер, но точно такая же упаковка у польского варианта. Единственное, отличается цвет подложки. Вполне хороший жизненный цвет, и, кстати, у этой Волги более-менее нормальная геометрия. Хотя оконная линия, на мой взгляд, здесь немножко занижена, и нужно растачивать оконные проемы, чтобы автомобиль выглядел более реалистично. Но, опять же, это довольно серьезная доработка, нужно будет перекрашивать корпус, и, на мой взгляд, эта модель не стоит того, чтобы ее кардинально переделывать. А так на полку ее можно поставить. Традиционно салон из черного пластика, окрашенного в массе, дверные ручки просто обозначены серебристой краской, хромированное зеркальце заднего вида с водительской стороны, а почему-то на правую сторону зеркало не поставили. Дворники тоже из пластика в хроме, уложены не очень аккуратно, тем более вид портят остатки от литника, и у этой модели вполне хорошая облицовка радиатора. Отверстие черной краской я уже самостоятельно зачернил, и у меня в комментариях спрашивают, как я зачерняю эти элементы. Беру обычную смывку, аккуратно кисточкой наношу черную краску и потом стираю, скажем так, ненужный элемент ватной палочкой. И получается вот такая решеточка. Ничего сложного в этом нет. Поворотнички просто обозначили оранжевой краской. На передних крыльях можно увидеть надпись «Волга». Она сделана методом тампа-печати. И у этой модели вполне хорошие задние фонари. Хотя поворотнички здесь красного цвета, их можно было выделить оранжевым. И вместо номерных знаков надпись «Волга». Днище примерно такое же, как и у других моделей из журнальных серий. Указан прототип, издательский дом Де Агостини, и модель изготовлена в Китае. И, конечно, брызговики здесь из толстенного пластика, и продаются наборы для доработок, и вы можете приобрести брызговики из фототравления, и они украсят вид масштабной модели. Но этот экземпляр я особо не дорабатывал, и опять же повторюсь, уже надоело заниматься различными доработками, хочется просто приобрести модель и поставить ее на полку. Давайте быстро покажу вариант из польской журнальной серии. Машинка поставляется в классическом блистере, и на польских вариантах также есть логотип East Models, который нам говорит о том, что эти модели сделаны на пресс-формах East. И у East, возможно, тоже предлагалась такая Волга, но в продаже я особо модели от East не замечал. И сейчас они редко встречаются в модельных магазинах, и в основном продукция East сейчас продается на аукционах. И опять же, для себя не видел смысла покупать более дорогостоящее изделие, потому что корпус у машин абсолютно идентичен, и все недочеты, которые вы видите на журнальном изделии, также будут и на более дорогостоящем аналоге от East. Точно такой же салон, точно такое же зеркало заднего вида, довольно необычный цвет, и, возможно, на камеру не передастся точный оттенок этого автомобиля, и машина фиолетово-баклажановая. Хотя она вживую смотрится довольно необычно и интересно. Точно такая же плашка днища. И вот так выглядит задняя часть. И давайте покажу вам советскую модель. У меня уже не сохранилось оригинальной коробочки, и это новодельная упаковка, которую я покупал несколько лет назад. И, кстати, я в продаже нашел репринт советских коробочек. Я тоже купил себе несколько вариантов, просто на память.
И вот так выглядела оригинальная упаковка от Волги Универсал. И на задней стороне было две фотографии. Машина с кузовом типа седан, масштабная модель носила индекс А14, и Универсал с индексом А13. И потом я соберу эти коробочки и тогда уже в них запакую модели. Я, кстати, купил себе еще один репринт от машины Аэрофлот. Тоже очень красивая коробочка. И у меня в коллекции есть такая Волга, но опять же оригинальная упаковка была давно выброшена. Раньше не придавали коробочкам особого значения, а сейчас за ними гоняются. И, кстати, это довольно дорогие репринты. Их продают за 600-800 рублей, в зависимости от того, что нарисовано на картонке. А эту коробочку нету смысла рассматривать. Опять же, повторюсь, это уже новодельная упаковка. Просто в нее поставил модель, чтобы она не пылилась. И эта Волга у меня не совсем комплектная. Изначально она была голубого цвета, потом ее покрасили в серый цвет, и уже впоследствии машину перекрасили в довольно необычный синий металлик. И опять же, я не хотел ее восстанавливать до первоначального вида, потому что коллекционной ценности уже эта модель не имеет, но для меня машинка имеет ностальгическую ценность, поэтому покрасил ее в такой довольно забавный цвет. И у модели открываются дверки. Можно посмотреть, как детализирован салон. И мне 24-ки у Агат и Тантал очень нравятся. И, кстати, у этой модели потеряно стеклышко на крышке багажника. И я посматриваю на различные детали от старых советских моделей, но пока что мне на глаза недостающие элементы не попадались. Опять же, специально их не ищу, но если, допустим, деталька мне попадется, я ее поставлю на эту Волгу. И на этот вариант я уже установил новые задние фонари. Тоже одно время покупал их в одном российском магазине, и изначально у Волги были фонарики из оранжевого пластика, а здесь они уже рубиново-красные. Вот так выглядят колесные диски. Металлическое днище без номера, но написано «Сделано в СССР». И, скорее всего, это Волга 88 или 89 года. И, возможно, у нее не родной капот. Здесь сломано одно крепление, и также сломаны крепления на панели приборов, поэтому капот не фиксируется. Но, опять же, если мне попадется новая деталь, я ее установлю на свое место. И могу вам показать, как машины смотрятся рядышком друг с другом. Старая Волга вполне хорошо передает образ настоящего прототипа, несмотря на то, что она выполнена очень грубо. А современная китайская модель тоже вполне хорошая, но опять же, если замерять, то есть небольшие проблемы с геометрией. Задние фонарики у журнальной Волги мне очень нравятся. Ну и нижние части. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о старой агатовской Волге. Хорошая ли ей замена в виде журнального аналога? Какие масштабные модели советского автопрома есть в ваших коллекциях? Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. И можете заглянуть и подписаться на мой второй канал. Там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. Пока-пока.